Дорогие друзья, всем привет! 18 сентября в пятницу мы с вами стали свидетелями выхода нового мини-фильма Леди Гаги на трек 911 или 911 с альбома «Хроматика». Из альбома помимо основного трека в клипе были использованы две интерлюдии. «Хроматика 2», открывающая вторую главу альбома и являющаяся прямым и самым узнаваемым и контрастным переходом на альбоме, переход на трек 911, и «Хроматика 3», открывающая третью и завершающая главу переходом в дуэт с Элтоном Джоном «Sign from Above». Леди Гага сняла видеоклип на песню 911 в августе, и по ее словам, во время работы над ним она чувствовала себя такой живой, делая все возможное, чем когда-либо во время создания альбома. Эта песня о том, что ваш мозг и ваше тело находятся в борьбе друг с другом, и съемка потребовала от нее пересмотреть ту темную дыру, в которой она была, когда писала ее. Но она не сдалась, она встряхнулась и вернулась к работе, и к тому, чтобы тянуть эту нить так далеко, насколько это возможно. «Свобода для меня, — говорит Гага, — это когда я могу проникнуть в самую темную часть своего сердца, увидеть трудности и оставить их позади. Отдай их миру и преврати боль в лужу золота». Режиссером клипа выступил американский кинорежиссер индийского происхождения Тарсим Сингх, известный в том числе благодаря рекламным роликам и музыкальным клипам, одним из которых является клип на самую известную песню группы R.E.M. «Losing My Religion». Стоит отметить, что среди фильмов фантазий, наиболее повлиявших на него, Тарсим называет «Цвет граната» 1969 года, снятый Сергеем Параджановым. Запомните этот фильм. За этот разбор мы будем упоминать его бесчисленное количество раз. Думаю, все же лучше сначала кратко рассказать о происходящем в клипе с самого начала, а потом перейти к длительной и детальной сопоставительной части, в которой и кроется гениальность данной работы. И пристегните ремни, потому что это одно из самых умных и глубоких музыкальных видео за последние несколько лет, как в карьере Гаги, так и в индустрии в целом. В самом начале мы видим белоснежные песчаные барханы и ярко-голубое небо. Забегая вперед, хочу отметить, что нашему взору предстоят потрясающие пейзажи Нью-Мехико. На горизонте появляется контрастирующий с окружающей обстановкой всадник на черной лошади, сам также облаченный в черное. Спустя секунды мы понимаем, что он наблюдает за Гагой, которая лежит на песке в окружении на первый взгляд очень странных для подобной обстановки предметов: поломанного велосипеда и изогнутого колеса от него, рассыпанных гранатов и ткани. Гага приподнимается и замечает всадника, который увлекает ее за собой. Она следует за ним по пустыне и приходит в некую локацию, напоминающую архитектуру арабского мира. С этого момента в клипе начинает происходить абсолютно рандомный на первый взгляд набор действий. Парень бьется о подушку, женщина убаюкивает мумию, вокруг стоят люди в синих одеяниях и пристально смотрят на Гагу, а сама Гага ведет себя довольно странно. Подобные вещи можно перечислять очень долго, потому что их полно в работе. Но раз мы все это уже видели, предлагаю перенестись в кульминационный момент, который разделяет мини-фильм на до и после. К моменту, когда заканчивается сам трек, мы находимся в помещении, где присутствуют все или практически все герои клипа, собравшиеся для какого-то ритуала. Обстановка навевает нам мысли о жертвоприношении или другом обряде, явно неположительном. И здесь происходит ключевой момент. После того, как Гаге вставляют в грудь какие-то острые предметы, она просыпается в другом мире. А если точнее, в реальности, где, как мы видим позже, произошло страшное событие – авария. И все, что мы видели до этого, было аллюзией на происходящее в настоящий момент, но в искаженной интерпретации. А что же произошло на самом деле? Стефани, а именно так к ней обращаются врачи по настоящему имени Леди Гаги, попала в аварию и, скорее всего, является ее виновницей. Об этом нам намекает вопрос врача: вы принимаете какие-нибудь лекарства? На что Стефани истерично оправдывается, что у нее не было обезболивающих, и, судя по всему, ей пришлось употребить запрещенные вещества, чтобы справиться с болью. И здесь также кроется очень страшный факт о состоянии Гаги, ведь она еще в документальном фильме для Netflix «Gaga 5 Foot 2» в 2017 году поведала миру о своем заболевании – фибромиалгии. Примечание. Это диффузная симметричная мышечно-скелетная боль, носящая хронический характер. Мы слышали о страшных мучениях и о трудном избавлении от симптомов заболевания в документальном фильме. И сейчас, когда мы слышим сквозь интерлюдию «Хроматика 3» и шум происходящих действий еще одну реплику Стефани «Я не чувствую свое тело», все становится еще яснее. Также Стефани кричит, что она не чувствует свою ногу, но это уже из-за того, что она сломала ее в ходе аварии. И даже этот момент имеет колоссальную отсылку к здоровью Гаги, ведь в 2013 году на одном из концертов своего третьего мирового турне The Born This Way Ball Tour она получила травму бедра и была на несколько месяцев прикована к инвалидному креслу для реабилитации. Позже символические отсылки это событие найдет в клипе на лид-сингл с альбома Art Pop Applause. А теперь
и в эре хроматика. К концу мини-фильма нам показывают полную картину, где отчетливо можно понять, что именно выезд Стефани на проезжую часть в наркотическом опьянении стал причиной массовой аварии, в ходе которой пострадали сразу несколько человек. И именно после сцены с реанимацией Гаги к нам приходит осознание того, что все те непонятные и странные персонажи, сцены и действия, продемонстрированные до этого, имеют реальных прототипов, и все, что мы видели до этого, было создано самой Стефани, которая до столкновения успела запомнить происходящее и под влиянием наркотических препаратов интерпретировать это под фильм «Цвет граната», афиша которого была размещена в качестве билборда у кинотеатра, где проходит армянский кинофестиваль, и рекламу национального парка «Белые пески» в Нью-Мехико, висевшую на остановке. А теперь давайте перейдем к самому крышесносному, непосредственно интерпретации. Здесь будет буквально покадрово сопоставляться происходящее в первой части клипа и во второй. Начнем с того, что «Белые пески» и «Всадник» — это не что иное, как перенос сознания в рекламу национального парка в Нью-Мехико, которую Гага, судя по всему, успела запомнить последней. Всадник тоже прототип из этой рекламы, но теперь он уже имеет символическое значение. Его появление можно трактовать как смерть, которая пришла забрать Гагу с собой, и она, увлекаемая ей по безжизненной пустыне, в конечном итоге могла бы и уйти навсегда, если бы на ее пути не попался оазис, где впоследствии ее вернули к жизни. Также эта сцена может иметь и другие интерпретации. Но до этого еще далеко. Вернемся к сцене, где Гага находится в пустыне и лежит на ткани теплых тонов с рассыпанными гранатами и сломанным велосипедом. Эта сцена сопоставляется в реальности с падением Гаги с велосипеда после аварии, из-за чего и поломан велосипед, а рассыпанные в реальности яблоки в сознании заменены на гранаты, как отсылка к фильму «Цвет граната», который будет иметь огромнейшее значение в клипе и массовые отсылки. Также можно заметить, что на ноге Гаги надета пару красных браслетов, что отсылает нас к ее травме ноги в реальности, а также красную ткань на голове, что отсылает к травме головы, из-за которой она и потеряла сознание. Также в этой сцене можно заметить первую отсылку, или же правильнее сказать, интеграцию эры хроматика в мини-фильм. Педикюр на ногах Гаги имеет главный символ эры, а также, возможно, знаки и других некоторых племен, которые были впервые продемонстрированы в клипе на Stupid Love. Но главный символ еще будет нам встречаться позднее. Далее все происходящее будет находиться в городе или в локации, если удобнее, в которую забрела Гага. Сама локация, помимо будущих отсылок к фильму «Цвет граната», напоминает нам и архитектуру из него, поэтому на ней заострять внимание мы больше не будем, так как работа и была вдохновлена этим фильмом, а также армянским языком и культурой в целом. Сама же локация – это та часть улицы, где произошла авария в реальной жизни. Первое действие, которое происходит после того, как Гага пришла в город, это бьющийся о подушку парень, повторяющий это действие раз за разом. В реальности этот парень пострадал в аварии, будучи водителем одного из автомобилей. Но от неминуемой смерти его спасла подушка безопасности, которая успела раскрыться и не дала ему умереть. Мы видим, как он тяжело дышит и пытается прийти в себя, накрытый согревающим одеялом. Идентичная сцена происходит и в первой части клипа, где врач накрывает его темной тканью, пока он продолжает биться о подушку головой. Данное действие можно трактовать по-разному. С одной стороны, в этом может крыться более глубокий смысл – борьба за жизнь в ином мире, в то время как в реальности, где мы не знаем, что происходит в голове у этого человека, мы видим его почти неподвижным. С другой стороны, это единственное, что успела увидеть Стефани перед потерей сознания, и теперь уже в ее сознании этот момент просто-напросто имеет циклический характер. На несколько секунд мы видим происходящее глазами этого парня, и в момент Гага смотрит на происходящее через раму, которую держат два мужчины, облаченные в желтое либо оранжевое одеяние. Это отсылка к фильму «Цвет граната». В реальности же это дверь от машины, которую пожарные переносят от места происшествия в безопасное место. Кроме того, на головных уборах пожарных в подсознании Гаги можно увидеть надпись 911 римскими цифрами. Отсылка к названию песни. Также в этой сцене можно увидеть женщину в синем, которая укоризненно смотрит на Гагу. В реальности она является обычным прохожим. Далее мы переключаемся на Гагу, проговаривающую строчки песни через вышеупомянутую раму. Стоит отметить, что везде, где Гага в белых перчатках, мелькает кольцо с крупным камнем. Это прямая отсылка к фильму «Цвет граната». Примечательно, что на строчке, которая переводится как «мои мысли мечутся как маньячные», она визуализирует их, показывая, что сходит с ума. А на строчке «смотри, жизнь, я снова за старое» она имитирует прием пилюли. В контексте песни это нейролептики, которыми Гага злоупотребляла или, возможно, продолжает злоупотреблять из-за проблем с ментальным здоровьем. Примечание. Нейролептики – это психотропные препараты, подавляющие психическую, высшую нервную деятельность, эмоциональное состояние, поведение и способные устранять бред, галлюцинации и другие проявления психоза. Далее мы видим женщину, которая убаюкивает на руках мумию.
Это также отсылка к фильму «Цвет граната». В реальной жизни это девушка, которая держит на руках пострадавшего в аварии парня, находящегося без сознания и, возможно, уже мертвого, так как в подсознании Гаги он изображен как неживой. На строчках «Я больше не могу смотреть на то, как я плачу» Гага берет себя за горло, что можно интерпретировать как попытка прекращения страданий путем суицида. Об этих страшных мыслях Гага рассказала в откровенном интервью, которое на момент выхода видео либо еще не вышло, либо должно выйти в скором времени. Далее мы видим еще 3 человек, одетых в синее, которые сначала смотрят на Гагу, а потом палкой указывают наверх. В реальности это прохожие, которые держат в руках селфи-палку и пытаются заснять происходящее. Здесь также может крыться укор в сторону современного общества, которое жаждет зрелищ и скорее будет издалека снимать происходящее на камеру, чтобы собрать популярность на чужом горе в интернете, чем действительно поможет. Люди, указывающие палкой вверх, заметили 2 человек, спускающихся с неба, парня с зонтиком и девушку с зеркалом и красным крестом на груди, облаченную в более дорогие, если можно так выразиться, одежды. Во-первых, здесь также присутствуют отсылки к фильму «Цвет граната», а во-вторых, это санитар и врач, которые пришли на помощь Стефани и пытаются ее реанимировать, но об этом позже. О том, что это медперсонал, нам пока что говорит только красный крест на груди у девушки, а различие в должностях подчеркивается одеянием. Зонт, который крутит в руке санитар, символизирует вертолет, на котором в реальной жизни прибыл медперсонал на место происшествия. Далее нам открывается первый полный взгляд на происходящее, где в центре стоит Гага и, как весы, держа в одной руке шкатулку, а в другой фигуру девочки, переменно делает акцент то на одной руке, то на другой, подчеркивая это перевешиванием весов в сторону того или другого предмета. Данную сцену можно трактовать по-разному. Не осмелюсь выставить много предположений, но лично мне кажется, что здесь Гага делает выбор между тем, чтобы быть артистом и продолжать отдавать себя миру, или же закрыть свою душу в коробке, чтобы больше никто не смог к ней проникнуть и ранить ее. В итоге она себя запирает. В песне на это действие также есть строчки: «Храню кукол в бриллиантовых коробках до тех пор, пока не буду готова сломить ограду, которую я возвела вокруг себя в моем оазисе». Это может подтверждать мое предположение о нереальном социальном давлении на личность и психику Гаги, из-за чего она просто решила закрыться от этого мира, пока не будет готова отдать ему себя вновь. Пока Гага находится перед сложным выбором, на заднем плане санитар констатирует смерть человека на руках у женщины, которую мы видели ранее, а также сцену, как врач укрывает пострадавшего в аварии парня одеялом. После этого мы переходим в немного другую локацию, а переходом нам служит очередная отсылка к фильму «Цвет граната». В новой сцене на Гаге уже другой наряд, и она довольно оживленно двигается и исполняет какой-то танец, возможно являющийся частью хореографии песни, поскольку в выступлении на VMA в конце августа нам была продемонстрирована лишь первая часть хореографии. Я могу ошибаться, и если полная хореография уже существует в сети, дайте мне знать. Во время своего танца на строчке «Это рай в моих руках» Гага указывает на бассейн, в котором плавают 3 шара разного размера, но одинакового цвета. И здесь у меня нет пока предположений, вероятно, это может быть также отсылкой к жизни и здоровью Гаги. Далее мы видим нового персонажа. Человека, облаченного в дорогое по виду одеяние, возле которого стоит санитар с морской раковиной в руке и пожарный с кувшином воды. Далее взгляд снова переносится на Гагу, где на строчках «Я так крепко держусь за свой статус, он нереален, но я пытаюсь ухватиться». Она показывает на человека в дорогих одеяниях, которому санитар представляет раковину ко рту. Раковина – это отсылка к фильму «Цвет граната», а сама ситуация в реальности выглядит как спасение очень богатого человека в дорогом костюме на дорогом автомобиле, который меньше всего пострадал, но больше всего получает помощи, а именно воздух из кислородной маски, которая в подсознании Гаги трансформировалась в морскую раковину. Раковина в клипе и в фильме – это символ исцеления. Здесь же, несколько секунд погодя, мы снова видим девушку-врача, которая с помощью зеркала слепит камеру. Еще через несколько секунд этому действию будет придано более символическое значение. В следующей сцене мы видим Гагу, облаченную в новый образ, с нимбом вокруг головы и белой розой в руке, возвышающуюся в небеса. Внезапно она прекращает подниматься и опускает свой взор вниз, где видит причину. Санитар не дает ей подняться, держа веревку в руке, привязанную к левой ноге Гаги, на которой надеты браслеты. Как мы уже знаем, это символ поломанный в ходе аварии ноги Стефани. При этом врач направляет с помощью зеркала в лицо Гаги солнечные лучи. В реальности это действие выглядит как проверка фонариком реакции зрачков Гаги на свет, чтобы понять, жива она или нет. А веревка, за которую тянет санитар, является символом попытки спасения Гаги от смерти. Он буквально не дает ей отправиться на небеса.
Также этот кадр является отсылкой к еще одному фильму «8,5» режиссера Фредерико Феллини 1963 года, где похожий кадр тоже есть. Трактовка столь светлого образа возможна как вознесение Гаги на небеса в качестве освобождения от бесконечных страданий на земле и принятия своей участи, а может, даже и ее ожидания. Также образ – отсылка к эстетике и символизму фильма «Цвет граната». Но в следующем кадре мы видим, что ее не просто остановили, а спустили на землю, резко дернув за веревку. В момент падения Гаги, после того, как она соприкасается с землей, мы на долю секунды имеем честь видеть гениальное применение 25-го кадра. Здесь кроется первая подсказка к нереальности происходящего. Перед нами кадр, где Стефани на секунду пришла в сознание в другом, реальном мире. Но на этом пока все. Далее Гага в новом образе и компании врача и санитара движется на нас. В то время, пока Гага изображает танец, врач поднимает подол ее платья, а санитар крепко хватает ее ногу, до этого держа в руках сложенную веревку. Возможно, он связывает ногу. Скорее всего, в реальности это попытка помочь перелому ноги Гаги. Либо же это может трактоваться немного по-другому. Далее в этой же сцене санитар открывает рот и поворачивается к Гаге, но Гага уходит от него, что можно трактовать как неудачную попытку сделать искусственное дыхание, или же нежелание Гаги приходить в себя и быть спасенной, чего она, по своему мнению, из-за учинения аварии недостойна. Далее нашему взору предстает еще одна полноформатная сцена, где в режиме слоумо мы видим новые детали происходящего. Мы видим раскидывающих лепестки пожарных, регулировщика в синем одеянии, синие ленты, которые развиваются на ветру, а также Гагу, идущую за черным всадником на лошади и идущего за спиной Гаги-санитара. Все это еще одна картина происходящего в реальности. Регулировщик помогает дорожному движению из-за аварии, синие ленты – это вода из гидранта, а лепестки роз – либо преломление света, либо искры от табло кинотеатра. Также в этой сцене на стене можно заметить сидящего павлина. Это тоже мельчайшая отсылка к фильму «Цвет граната». Новая сцена, новый наряд. Мы снова видим санитара, который прикасается к левой ноге Гаги под ее подолом, пытаясь помочь, а также врача со змеей в руке, символом медицины. Далее нас ждет еще одна подсказка к происходящему. Нарисованная на стене картина, на которой изображен какой-то сюжет. Нам мелькающими кадрами крупного плана по частям показывают происходящее на рисунке, отчего мы понимаем, что здесь что-то не так. На самом деле это самое прямое повествование произошедшей в реальности ситуации. В данной сцене Гага неустанно трусит рукой и мотает головой, что можно трактовать как нежелание возвращаться к жизни. После этого Гага прикасается к стене, на которой висит черный костюм с цветочным узором, и несколько секунд погодя предстает в нем в новой сцене. Вероятно, это отсылка к фильму «Цвет граната», но больше предположений высказать не смогу. Если вы нашли в этом больше смысла, а он без сомнения есть, поделитесь им в комментариях, будет очень интересно почитать. В данной сцене, пока Гага изображает танец, на экране происходит много действий. Во-первых, на черном фоне четко видна лента, которой опечатывают место происшествия. Здесь на ней что-то написано, вероятно на армянском языке. Санитар приносит к доктору ларец, а в это время двое пожарных, или может быть уже не пожарных, немного запутался, приносят доску с большим количеством дырок. После этого фон падает, и мы снова оказываемся в знакомой локации. А в ларце оказались два кинжала. Все происходящее подводит нас к развязке, где пожарные принесли носилки, на которые положили Гагу, чтобы реанимировать ее с помощью дефибриллятора. Момент перекладывания на носилки Гаги также демонстрируется в ее подсознании, когда она поворачивается боком, а потом снова разворачивается к нам. Для более адекватного изображения ситуации происходящее было как бы перенесено в вертикальный вид. Гага лежит на носилках в окружении всех героев данного мини-фильма, но уже в новом одеянии. В это время санитар достает из ларца кинжалы, и все присутствующие начинают указывать на Гагу, возможно осуждая ее и заставляя вернуться к жизни и ответить за свой поступок. При переключении кадра на крупный план мы снова можем заметить символ хроматики, но уже в многочисленном виде на лбу Гаги. Связь с Эрой. Трек заканчивается, и через него мы слышим, как Гага почти бездыханно проговаривает последние строчки поверх самой записи, а после ее окончания прерывается на истошный и отчаянный крик. Возможно, она осознает, что сейчас ее вернут к жизни, чего она все это время так отчаянно не желала. Теперь мы уже видим свет мигалок спецслужб, слышим звуки сирены, и на этом моменте, с позволения врача, санитар вставляет в грудь Гаги два кинжала, тем самым имитируя разряд дефибриллятора в реальной жизни. И вот мы снова в реальности. Первое, что сделала Гага после прихода в сознание, спросила: «Кто-нибудь умер?», что означает, что она осознает свою вину, и теперь уже ей не избежать наказания. Поэтому она пытается отчаянно понять, насколько большой вред она причинила. И теперь мы видим картину полностью, в реальности.
Хотелось бы также отметить, что в фанатском сообществе активно обсуждается теория, рассказывающая о большей причастности клипа к эре хроматика, чем может показаться на самом деле. Ведь образы из клипа довольно резко отличаются по цветам, ровно так же, как и во вселенной хроматика по цветам различаются племена. К происходящему в клипе это никакого отношения не имеет, да и это никак не влияет на сюжет. Но вот в качестве отсылки к самой вселенной очень даже вероятно. Что хотелось бы сказать? Данная работа – образец правильного расставления приоритетов. На такую мрачную и невероятно личную песню о страшной борьбе с самой собой просто не могло быть менее сложного клипа. Тем не менее, здесь есть и танцы, и образ, и эстетика, и сюжет. Здесь абсолютно не к чему придраться. Вдохновление армянской культурой выглядит очень свежо, особенно среди уставших поп-работ с простыми мотивами и развлекательным визуалом. Очень долго можно восхищаться талантом Гаги и всех, кто прикоснулся к этой работе, ведь это действительно работа. С большой буквы. Мини-фильм, который мы заслужили после нескольких месяцев молчания, кроме шуток. Сама Гага в своем инстаграме после премьеры мини-фильма прокомментировала его следующим образом. Этот мини-фильм очень личный для меня. Мой опыт с психическим здоровьем и то, как реальность и мечты могут быть взаимосвязаны, чтобы трансформировать героев внутри вас и вокруг нас. Я хотела бы поблагодарить моего режиссера Тарсема за то, что он поделился со мной идеей 25-летней давности, потому что история моей жизни вдохновила его открыться. Хочу поблагодарить House of Gaga за то, что были сильными для меня в моменты моей слабости, и за то, что нам удалось снять этот короткометражный фильм безопасно во время этой пандемии, и никто не заболел. Прошли годы с тех пор, как я почувствовала себя такой живой в своем творчестве, чтобы вместе сделать то, что мы сделали с 911. Спасибо Blood Pop за то, что решился записать со мной этот трек, который не скрывает ничего, кроме правды. И, наконец, спасибо маленьким монстрам. Я очнулась, я вижу вас, я чувствую вас. Спасибо за то, что верили в меня, когда мне было страшно. То, что когда-то было моей реальной повседневной жизнью, теперь стало фильмом, реальной историей, которая осталась в прошлом, а не в настоящем. Это поэзия боли. Поэзия боли. Звучит очень сильно и невероятно глубоко. Все то время, пока на нее лилось огромное количество негатива от всех, кому не лень, включая самое обидное, от фан-базы, она пыталась спастись, она пыталась побороть себя и продолжить то, что начала. Она осознает действительность, она осознает ответственность, которую она взяла на себя, став огромным вдохновением для миллионов людей, деятелям культуры и также для некоторых вовсе смыслом жизни. Мы многого о ней не знали, но с каждым документальным фильмом, с каждым откровенным интервью, с каждой невероятно личной аудио или видеоработой мы все больше чувствуем стыд за то, что корили ее в моменты молчания, совершение неправильных, как нам казалось, поступков и просто проявление неидеальности, как обычного человека. А она человек, и нам нужно беречь ее, потому что на ее плечах лежит слишком много проблем, с которыми нам, увы, не под силу ей помочь справиться. Друзья, огромное спасибо за просмотр. При подготовке этого видео я активно читал комментарии в моем духовном доме, группе House of Gaga в соцсети ВКонтакте. Спасибо всем ребятам, чьи комментарии я прочитал и частично использовал в данном разборе, в том числе и спасибо за наводки на фотоматериалы, и спасибо всем, кто проявил огромную активность под моей реакцией на этот клип. Это также помогло делу. Ну и конечно же, огромное спасибо сообществу House of Gaga и всей ее администрации за первоначальный разбор клипа и просто за свое существование. При многочисленном просмотре этого клипа в период производства данного обзора у меня много раз появлялись мурашки, дрожь и иногда даже слезы от происходящего. Я до сих пор поражен глубиной данного мини-фильма и фактом продолжения эры хроматика в таком неожиданно серьезном ключе. Само собой, это далеко не все отсылки, а уж сколько потаенных смыслов скрывается за всем этим, и какое количество интерпретаций можно сюда привязать и найти, я и представить боюсь. По большей части я руководствовался собственным восприятием, поэтому частично этот разбор можно считать субъективным. Делитесь этим видео с теми, кто все еще сомневается в гениальности Леди Гаги. И до новых, таких же чертовски приятных встреч. Всем пока.